Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие Wi-Fi роутеры в 2024 году с поддержкой сим-карты. Хочется выбрать хороший роутер, который может подключаться к интернету не только по WAN-порту, но и по сим-карте. На этот случай я подобрал десятку хороших вариантов. Причем отдельно выделил категорию мобильных роутеров. Поэтому, если вы подыскиваете себе вариант для командировок или каких-то путешествий с возможностью раздачи интернета через симку без подключения к сети, то смотрите первую половину ролика. Во второй мы уже обсудим стационарные роутеры для дома, дачи и так далее. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начну с мобильных 4G Wi-Fi роутеров. Эту категорию открывает Huawei Brovie i5576-325. Довольно популярный роутер, который часто покупают, если нужен именно мобильный вариант. Здесь нет привычных WAN и LAN портов, только micro-USB для подключения роутера на зарядку. Да, сама по себе модель не молодая, поэтому на Type-C даже надеяться не приходится. Но не это самое важное. В компактных роутерах для мобильного интернета ведь есть встроенные аккумуляторы. Вот сюда поставили батарейку на 1500 мАч. Хватает ее примерно на 5 часов беспрерывной работы с 4G. Да, сутками он работать не сможет, как стационарные модели, но в целом и это неплохо. Хватит и в поездке фильм посмотреть, и музыку загрузить, и в соцсетях посидеть, и поработать в браузере. Тут же надо не забывать про габариты. Все-таки роутер в первую очередь мобильный. Этот много места не занимает, легко помещается даже в карман куртки или брюк, а весит всего 75 грамм. Так что с переноской и автономностью проблем не будет. Теперь по работоспособности. Роутер работает с базовым Wi-Fi 4-го поколения на одной частоте 2,4 ГГц. Для базовых задач в дороге, в командировке этот Huawei в теории способен выдать до 150 мегабит в секунду, но на выходе в основном получается порядка 10-20. Это само собой тоже неплохо, так как скорости хватит для большинства задач. Да, фильм в 4К моментально не загрузит и в онлайн-игре пинг 8 миллисекунд не выдаст, хотя тут, конечно, тоже многое зависит от вашего оператора и тарифа. Но в целом роутер заводится на любой симке сразу после установки, особой настройки не требует, поэтому в этом плане тоже без заморочек. Один из самых дорогих вариантов во всей подборке – TP-Link M7350. У него нет каких-то явных фишек, за которые можно было бы переплатить, но в целом, конечно, если кому-то эта модель зайдет, то отказываться от покупки точно не стоит. Просто нужно понимать, что баланс цены и качества – это не про TP-Link M7350. Так, он оснащен базовым модемом с поддержкой Wi-Fi максимум 4-го поколения и частотой работы 2,4 ГГц. Конечно, хотелось бы чего-то покруче, но, к сожалению, стоимость хоть и немного завышенная, но на 5-й Wi-Fi или 2-й диапазон не хватило. Хотя роутер все равно показывает приличную скорость, из него выжимают от 20 и вплоть до 50 мегабит в секунду, но в зависимости от условий, оператора и тарифа. На эти цифры вы можете рассчитывать где-нибудь за городом у себя на даче, где хотя бы в радиусе 5 километров есть вышки связи. Другой момент, что если вы находитесь совсем в глуши, этот роутер не всегда сможет поймать вам лучший сигнал в сравнении со смартфоном. В таком случае TP-Link будет просто играть роль раздатчика такого же интернета, как и смартфон, но с лучшим качеством сигнала. Пробиваемость сигнала достаточная, чтобы отходить от роутера метров так на 10 и держать более-менее стабильную скорость для работы. Сеть не отвалится и не зависнет, но прятаться за стенами и деревьями, конечно, нежелательно. Также понравилась увеличенная батарейка на 2000 мАч. Ее хватает примерно на 8 часов. Прям целый рабочий день. При этом роутер остался таким же легким и компактным. Еще и небольшой экран получилось уместить, где отображается расход трафика, уровень сигнала и заряд устройства. Если переплачивать все-таки не хочется, то вот один из самых доступных вариантов – TCL LinkZone MW42V. При этом все равно хороший небольшой черный брусок с возможностью раздать интернет там, где его не ловит смартфон. Из приятного – уменьшенная батарейка до 1500 мАч, но такая же долгая автономность. Часов 8-10 роутер спокойно живет без зарядки. Особенно если им пользоваться с одним устройством.
А за счет меньшей батареи этот TCL и в размерах скромнее, всего 5 на 3 см, весит 75 грамм, а не 300, как прошлый TP-Link, поэтому с ним поудобнее будет в поездках. Да, тут нет такого информативного экрана, но зато есть фирменное приложение для смартфона, в котором можно посмотреть все, что нужно, поэтому мы по итогу ничего не теряем. Разве что это не так удобно, как просто глянуть на роутер. Но я, например, за компактность и легкость, которые удалось обеспечить TCL за счет отсутствия всяких наворотов. Тем более, что хватит этих индикаторов уровня сети и заряда батареи. По работоспособности тут у нас тоже Wi-Fi 4 и единственный диапазон 2,4 ГГц. Вы удивлены? Ну, с ценником в 2 раза меньше TP-Link не думаю. TCL все так же работает по стандарту Cat 4, который ограничивается по скорости. Так, при отдалении от роутера на несколько метров, при отдалении в принципе от цивилизации, роутер хорошо ловит сеть там, где у смартфона не получается. Поэтому свою пару мегабит в секунду он покажет в самом крайнем случае. Если говорить о каком-нибудь поселке, из него вполне получается вытащить стабильные 20-40 мегабит в секунду. А это у нас и игры с хорошим пингом, и просмотр фильмов, и работа. На втором месте Tenda 4G 185. Еще один роутер за небольшие деньги с поддержкой симки. На борту у него модуль Wi-Fi с поддержкой 4-го поколения с частотой 2,4 ГГц. Да, опять ничего новенького. На самом деле в 5 ГГц для базовых задач нет особой необходимости. Тем более, если говорить о местах, отдаленных от цивилизации, где диапазон 2,4 не засоряют десятки роутеров от ваших соседей, как это обычно бывает в многоэтажках. А если вы собираетесь брать этот роутер по большей части в поездки, командировки и иногда пользоваться дома в качестве подстраховки, то и платить больше нет особого смысла. Конечно, если вам не нужно работать с гигабайтными файлами. У этого роутера ведь тоже скорость самая обычная, от 10 и примерно до 50 мегабит в секунду. Но если вам нужно разве что открыть браузер, переписываться в мессенджере или одним глазом посмотреть фильм, то сами понимаете, этой скорости хватит за глаза. Лишь бы сигнал был стабильным, не отваливался. А для этого нежелательно далеко отходить от роутера. Условно его можно кинуть где-нибудь на участке без особых препятствий типа стен, домов и так далее. Но отходить дальше 10-15 метров точно не нужно. За этими границами на устройство будет приходить минимальная скорость, которой ни на что не хватит. По поводу внешней части. Роутер действительно маленький, компактный. Внутри у него батарейка на 2100 мАч, которой хватает примерно на 10-11 часов. Для такого аккума размеры у Tenda действительно впечатляют. Единственное, нет приложения, но есть маленький экранчик, где отображается расход трафика, информация о точке доступа и QR для доступа к сети. А вот на первом месте Alcatel LinkZone MW45V. Да, уже что-то знакомое мы сегодня видели, только от TCL. Но что первый бренд, что второй взаимосвязаны. Поэтому по сути речь идет об одном производителе. Этот Alcatel больше всех мне понравился по всем параметрам. Компактность, скорость работы, стабильность, удобство, автономность и стоимость. Так этот роутер подойдет для тех, кто часто находится в поездках или командировках. Возможно, с большой компанией или просто на выезд за город на шашлыки, где нет провайдера, а интернет все-таки нужен. Для этого в роутер поставили хорошую батарейку на 2100 мАч, которой хватит примерно на 6-7 часов беспрерывной работы при несильной нагрузке. Заряжается он довольно быстро. Через 10-ваттный блок питания аккум восстанавливается чуть больше часа, поэтому за автономность можно не париться. При этом и размеры порадовали. Роутер совсем небольшой, легкий, помещается в кармане. Конечно, не самый маленький во всем рейтинге, но носить его с собой вообще не проблема. Для работы с большим числом людей и устройств здесь предусмотрели MU MIMO. За счет этого к роутеру можно подключить хоть 10 клиентов, у которых будет одинаково высокая и стабильная скорость, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. В плане работы тут только Wi-Fi 4 и только 2,4 ГГц. Скорость выдает стандартную, где-нибудь за городом показатели доходят до 20-30 мегабит в секунду, в городе порядка 50. Конечно, все это приблизительно и зависит от многих факторов, но этого роутера вам в любом случае хватит. В хороших условиях даже для игр с пингом под 50. Для каких-нибудь поездок и вылазок способностей этого Alcatel достаточно, чтобы удобно раздавать качественный интернет, следить за расходом в приложении и не разряжать смартфон. Теперь рассмотрим Wi-Fi роутеры с поддержкой сим-карты.
На пятом месте топа стоит ZTE MF283U. От привычных роутеров он отличается только возможностью раздачи интернета по сим-карте. Довольно очевидная информация, но все же. Если говорить об обычном кабельном подключении роутера по WAN, этот ZTE, как утверждает производитель, может выдавать до 300 мегабит в секунду по единственной частоте в 2,4 ГГц. На деле же скорость штука коварная, ей доверять нельзя. Во-первых, LAN-порты тут ограничены пропускной способностью в 100 мегабит. Во-вторых, как показали тесты, по воздуху даже эту сотню вам никто вообще не гарантирует. У некоторых пользователей скорость доходит до 10 мегабит в секунду, у некоторых до 60. Тут уже зависит от расположения роутера, но имейте в виду, что роутер поддерживает подключение двух дополнительных внешних антенн. Поэтому если у вас он будет стоять где-нибудь в 2-3-комнатной квартире за несколькими стенами, докупить антенны будет не лишним. Если говорить об интернете через сим-карту, то тут тоже многое зависит от вашего провайдера и тарифа. Вообще роутер не перебирает и запускает любую симку элементарно после установки. И если так прикинуть, то вы можете рассчитывать примерно на 20 мегабит в секунду при передаче данных и на 30 мегабит в секунду при приеме, что тоже довольно неплохо, как для дачного варианта. В целом же ZTE способен обеспечивать стабильным подключением. В него не нужно лишний раз лазить, перезагружать или настраивать. Для работы, серфинга и просмотра фильмов в небольшом доме или квартире его возможностей хватит. Еще один хороший вариант — Huawei B315S. Его можно рассмотреть просто как альтернативу прошлому варианту, так как по основным характеристикам они почти идентичны. Тут в нашем распоряжении также один диапазон на 2,4 ГГц. Соответственно, ни Wi-Fi даже 5-го стандарта, ни повышенных скоростей даже просто в теории. Ну как, от этого Huawei нам тоже обещают все 300 мегабит в секунду при проводном подключении. Но, конечно, в реале больше 60-80 получить будет трудно. Это при условии, что роутер будет расположен вплотную к устройству. Впрочем, стандартная скорость для роутера с такими параметрами, поэтому ничего удивительного. Теперь по пробиваемости сигнала. Для Wi-Fi внутри предусмотрены две антенны. Конечно, для 50-метровой двухкомнатной квартиры роутера может не хватить, если поставить его в дальний угол. В этом случае рекомендуется поставить роутер ближе к центру. Для мобильной же связи можно установить две внешние GSM-антенны, чтобы улучшить скорость и качество передачи сети. От этого роутера какой-то другой скорости при подключении по симке тоже можно не ждать. Около 10-20 мегабит в секунду будет, и уже неплохо. Останется только подобрать тариф Тинькофф, Теле2, МТС или какой там у вас оператор. Заведется с любым. При этом все равно радуют опции. Тут есть MU-MIMO для передачи хорошей скорости сразу на множество устройств. А помимо 3 LAN-портов с комбинированным WAN, есть еще USB-вход для подключения того же принтера или накопителя. И в сухом остатке мы получаем вполне приличный роутер для тех же базовых задач. Немного поинтереснее вот этот Netis MW5360. Тут, думаю, вы и сами все видите. Начнем с этих 4 антенн. На практике они очень достойно показали себя, действительно раздавая сигнал на 15 метров через 3 стены. Они также отлично ловят мобильную сеть там, где смартфон вообще не справляется. Конечно, при этом отдает лишь 5-7 мегабит в секунду, но даже этого хватит, чтобы сделать какой-то минимум офисной работы, загрузить браузер или зайти в мессенджер. Особенно если ваш дом находится вдалеке от операторских вышек, хотя при желании их можно заменить на что-нибудь помощнее, так как антенны легко выкручиваются. По максимальной скорости никакого прорыва тут тоже не случилось. Да, обещанные 300 мегабит при подключении по WAN, 150 при подключении по симке. Знаем, проходили, поэтому тщательно смотрим тесты и видим, что по проводу мы получаем до 90 мегабит в секунду, по 4G LTE около 25. Но да, при этом есть возможность установить роутер на большую площадь и даже в 3-комнатную квартиру. Хотя увлекаться тоже не стоит. Стоит пробовать. Все-таки квартиры у всех разные. При этом отмечу урезанное количество портов. Тут в нашем доступе 2 LAN и 1 WAN порт, еще и без USB. Впрочем, если вам нужно подключать один кабель провайдера, то можно по этому поводу не беспокоиться. Все равно остальные порты будут простаивать. А вот за USB обидно немного. Получается, что роутер абсолютно голый по каким-либо опциям, но при этом имеет упор на слегка увеличенную скорость и дальнобойность сигнала, что выделяет его среди конкурентов. Последний из простых и более-менее бюджетных роутеров — Asus 4G N16. Если вы ищете что-то мощное, с высокими скоростями и за приличные деньги, смотрите следующий
следующую модель. Если же нужен простой, недорогой и с симкой, в этой категории крайний этот Asus. Итак, Wi-Fi 4, работающий только на частоте 2,4 ГГц. В отличных условиях при близком размещении к устройству, без стен и помех, можно получить скорость близкую к сотне мегабит в секунду. Само собой, речь идет о WAN подключениях. Кстати, тут всего один порт. Видимо, Asus решили, что если уж исключать переплату за малополезные функции, так исключать по полной. Хотя тут тоже непонятно. Кому-то пара LAN-портов лишней не будет. Но для таких есть прошлые позиции. Если вы из тех, кому достаточно подключить один патчкорд провайдера, для вас это даже небольшой плюс. Минус только в том, что ограничение по пропускной способности все так же на уровне 100 мегабит в секунду. Ну а за большим смотрим дальше. 4G LTE тоже ничем особенно не побалует. Тут нас ограничивает агрегация частот версии Cat 4 со своим максимум в 150 мегабит в секунду. Хотя скорее даже сами возможности оператора, так как 150 все равно ни у кого выжать не получится. Но даже 15, 20, 25 мегабит это вполне отличный результат, который может выдать Asus 4G N16. Хватит и фильм посмотреть, и ленту полистать, в онлайн-игры с адекватным пингом зарубиться. Как по мне, получается очень даже неплохой роутер с возможностью подключения к мобильному интернету. Да, не сильно отличающийся от всех остальных какими-то функциями и скоростями, но тоже хороший. Лидером рейтинга стал Kinetic Hero KN2311. Роутер для тех, кто ищет очень жирное решение для своей дачи, загородного дома и так далее. Сразу скажу, роутер стоит приличных денег, в несколько раз дороже любой из прошлых моделей, но тут уж точно есть за что заплатить. Так, все начинается с работы в двух диапазонах на 2,4 и 5 ГГц, то есть уже можно выбрать наиболее удачную частоту для разных задач. Продолжает все Wi-Fi 6 поколения и просто высоченная скорость работы. Тут ведь у нас и порты гигабитные, то есть на 1000 мегабит в секунду. В 10 раз больше, чем у прошлых роутеров. Если говорить о подключении по сим-карте, то в зависимости от тарифа, оператора, расположения роутера и вышек связи, можно выжать до 150 мегабит в секунду. Но это, конечно, в очень хороших условиях. А так, где-нибудь в глуши, где смартфон ловит только на ешку, спокойно можно выжать около 20, а то и 40 мегабит по мобильному интернету. Это уже и фильмы в 4К, и игры с пингом 20 миллисекунд. Тут же еще и антенны приличные стоят. И хватает, чтобы покрыть стабильным сигналом даже территории площадью 50 соток. При подключении по WAN кабелю тоже цифры довольно приятные. Он и ловит хорошо на больших участках и квартирах, и скорость дает отличную. В самых суровых условиях за несколькими стенами метрах в 10 роутер выдавал около 100 мегабит в секунду по диапазону в 5 ГГц и Wi-Fi 6. В лучших условиях скорость доходит примерно до 700 мегабит в секунду. Так что гигабитные порты тут действительно не для галочки. При этом в роутере и функционала не пожалели. Есть и USB разъем и куча всяких опций. Например, тот же MU-MIMO для подключения кучи устройств, OFDMA и beamforming для раздачи быстрого и стабильного сигнала на большую семью с кучей гаджетов. Так что Kinetic Hero KN2311 очень достойно завершает подборку роутеров с поддержкой сим-карты. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.